Здравствуйте, меня зовут Ольга Ткалич, я специалист по аутизму и куратор ABA. Сегодня я хочу поговорить о признаках аутизма у младенчиков, у малышей. В предыдущем видео я перечисляла признаки аутизма у детей в принципе, в общем, да, по всей выборке. В этом видео я хочу остановиться именно на малышах. Первый признак – это ребенок не смотрит в глаза маме. Мама наклоняется над кроваткой, ребеночек не смотрит ей в глаза, он продолжает заниматься своей рукой, разглядывает руку или разглядывает решетку на кровати, да, но нет прямого визуального контакта. Следующий признак, второй, это ребенок очень чувствителен к каким-то звукам, к которым, в принципе, дети не чувствительны. Например, закипает чайник. Или он слышит звук пролетающего вертолета. Или он услышал, как соседи делают ремонт, но это не очень громкий звук над ухом, а это какой-то отдаленный звук. И вдруг ребенок начинает кричать, истерить, он может даже посинеть от натуги, от крика. И вы видите, что реакция чрезмерна, что стимул был не таков, чтобы вызвать такую реакцию. Или, какой другой может быть вид чувствительности? Реакция на прикосновение. То есть вы в норме трогаете ребенка, ребенку это нравится. Или вы его моете водичкой, ему это нравится. Если у него начинает развиваться восприятие по аутистическому спектру, то он может начать реагировать на прикосновения и на воду очень странно. Он может их начать избегать, он может начать визжать, кричать от вот этих стимулов. Да? То есть это тоже признак, что не все идет так, как положено. Следующий признак – ребеночек плохо спит. Он за ночь может спать несколько часов. Все остальное время он кричит, визжит. Вы видите, что ему плохо, что он чем-то недоволен, но вы не можете понять, чем. Он накормлен, он сухой, и при этом он такой беспокойный. Он никак не может сам успокоиться. Следующий признак – очень тяжело вести прикорм. То есть в норме вы видите, что сверстники кушают уже и кабачок, и мяско, и капусту, и брокколи, да? А ваш, например, ест только огурец или в принципе не берет прикорм. Следующий признак касается мышечного тонуса. Ребенок или слишком расслаблен, то есть вы его берете на руки, а он у вас растекается прямо на руках. Или он слишком напряжен, как маленький гвоздик, он весь собран, он очень напряжен. И что в этом отличается от нормы? Да? В норме ребенок, когда вы его берете на руки, он приспосабливается, он как бы своим телом ложится в ваши руки. При аутических вещах ребенок не принимает вот эту форму ваших рук. Он чрезмерно расслаблен или чрезмерно напряжен. И последнее, самое важное, что чаще всего служит поводом обращения родителей ко мне. Это когда ребенок не отвечает на вашу игру, не отвечает на вашу улыбку. То есть вы над ним нависаете с потешкой, с игрушкой, вы поете ему песенку, а ребенок продолжает или самостимулировать. Самостимуляция – это когда ребенок, например, доставляет сам себе какие-то ощущения, трется там кулачком о кроватку, да, или кусает себя за пальчик, или делает какие-то движения возле глаз, да, предметом или ручками. То есть он может кулачком водить, как бы стимулируя вот эти зоны. Вот. И он не включается с вами в игру. В норме ребенок отвечает на игру, на ваш хохот он отвечает улыбкой, на вашу игру он гулит, да, он открывается вам навстречу, он играет с вами, как умеет. А при аутистических вещах ребенок не реагирует или реагирует прямо на несколько секунд и потом опять выключается. То есть наша главная задача понять, что с ребенком все в порядке, просто это какая-то там неврологическая особенность. А если это не так, и признаки аутизма подтвердились, и то есть ставят диагноз подозрения на аутизм, в столь раннем возрасте диагноз аутизм не ставится. Могут сказать, что есть как бы предположение, что идет развитие аутистических черт. Да? Вот если так говорят, тогда нужно как можно раньше заниматься ABA-терапией. Обращайтесь ко мне за консультацией, мой сайт указан внизу в описании видео. Я обязательно вас проконсультирую, и мы поймем, как лучше сейчас строить путь терапии, чтобы это было максимально эффективно для вашего ребенка. Ставьте, пожалуйста, лайк, чтобы как можно больше людей увидело это видео, чтобы как можно больше детей было здорово. И подписывайтесь на мой канал, потому что скоро будут выходить новые видео по теме аутизм. Всего доброго, будьте здоровы, до свидания.